Ребята, всем огромный привет из Одессы. У нас все еще прохладно, но около нуля. Около нуля, еще местами скользковато. Слушайте, вышла погулять и радует, что люди уже выходят, так как уже протоптаны дорожки. Ночью сегодня, где-то между, даже не ночью, девочки, это уже было где-то минут 15-20, 12 ночью. Были слышны взрывы. В общем, была атака опять на нашу Одессу, на наш район. Я еще думаю, что-то мне кажется или нет, окна ж все закрыты. Муж говорит, вроде как да. Но недолго, быстро. Как вот началось, быстро закончилось. Потом мы уснули. А сегодня прочитала в новостях, что пишут, якобы поврежден какой-то объект производственный. Всю ночь не было света, и только в 4 утра, 4:20, если быть точнее, свет включили. Почему я знаю так точно время включения света? Потому что я к этому времени уже что-то проснулась, что мы плохо спали, и Жорка вошкался. И я встала, начала бродить. И тут включили свет. Ну и началось, девочки. Хоть на шпагат садись. То зарядить, то поставить на зарядку, то включить. Но сразу нельзя все включать. Ну, в принципе, ночью что ты будешь включать в 4 утра? Стирки у меня не было. Я где-то еще полежала минут 20, пошла бойлер включила. Потому что когда выключают свет, я стараюсь не забыть выключить бойлер. У меня хорошо сделано. У меня пробки муж сделал возле бойлера. Такие 2 пробки. Я чик-чик вот выключаю. Ну, это вот. А потом, когда включают свет, минут 15 я жду и потом его включаю. Так вот. И вот до 12 сегодня воскресенье, до 12 дня свет был. Мы с Жоркой вышли на прогулку, девочки, без четверти 12. И соседи с пакетами, с пакунками с магазина идут. Я говорю, ну смотрите, говорю, ну если, говорю, хотите, конечно, говорю, мы пешком спустились, ну иди, знай, вдруг в любой момент отключат. И там вот застрять с собакой. Не сильная перспективка. А соседям говорят, ну вы с пакетом, говорю, попробуйте, рискните. Не знаю, рискнули, не рискнули, но соседка говорит, Аня, если что, говорит, мы в лифте. Я говорю, что Аня сделает? Дело в том, что не, они там сами могут, там номера этих самых, что у нас тут машинки ездят, номера диспетчеров есть в лифте. Пойдем, Жорненька, идем. Мне кажется, что Жорка уже замерз. Мы с ним возле школы гуляли, девочки, там все растаяло. Вот здесь в парке холодно, видите, снежок, морозец. А возле школы там, конечно... Жорочка, иди сюда, побежали. Ты что, замерз уже? Домой хочешь? Ну, пошли домой. Уже замерз. Полчаса погуляли, уже замерз. Уже смотрит в сторону дома. Он залез в лужу с разбега, забежал в глубокую лужу, лапы все намочил. Короче. Ну, что сделаешь. Это мы еще немножко погуляли. И, наверное, пока почапаем домой, потому что дитина уже замерзла. Ну вот местами, девочки, скользко. Я так стараюсь снимать. Да, он меня тянет меня домой. Не желает он сегодня много гулять. Аппетита у него сегодня что-то нет. Я думаю, что он вчера много лишнего съел. Того, чего не надо. Поэтому сегодня вот я прям упрашивала, он там буквально пару коринок съел у меня из рук. Уже отказывается он от корма. Как-то вот нету такого, как он когда был маленький, он с удовольствием сам подходил, из миски кушал. Пошли же. Кстати, мой муж же назвал собаку Жорой. Я говорила, не надо этого делать. Давай, говорю, подберем. Нет, вот это Жорик и все. Что вы думаете, я теперь всех Георгиев
мужчину. Знаю в лицо. Потому что все оборачиваются, когда я его зову. Жарик, стой! Жарик куда пошел? Мешки на Жорика открывают. Я в шоке. Представляете? Ну, в основном такие Георгии возрастные. Сейчас Жориками не называют. Чего, испугался? Это грузовик. Грузовик поехал. У нас во дворе тоже такое вот половодье. Ну все, собака моя бежит домой, девочки. Нагулялась. Идем, идем, Жор, идем. Вот так вот во дворе. Пока что еще не сошел снег. Вот так и идем. Но это и не самый худший вариант. Девочки, дали свет. Уже 2 дня делаю битки. Вчера отбила, переслоила специями. Но мои купили наггетсы. И свет выключили. Ой, боже. Это у меня такие не очень получаются сегодня. В общем, пришлось их в морозилку бросить. Господи. Это даже не битки, это прямо отбивные. Погорели они у меня. Я на 6. Короче, заморозила. Сегодня разморозила. Дождалась, пока дадут свет. И начала жарить. Ура, 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 свет, свет. Были в гостях. И им так повезло, так повезло. У них одна линия с предприятием, которое стратегическое. Перестали выключать свет. Так я говорю, если что, мы к вам придем. Как вкуснота. И мы к вам придем мыться и готовиться. Смеемся. А рядом с ними дома, которые выходят, перекрывают дорогу. Потому что у них вообще пару часов в сутки. Вот такая вот фигня. Всем привет. Мы прискакали, хорошо попили чаек в гостях. Проехались на лифте. Пришли домой, нам тоже включили свет. Мы пока ехали, то включили нам в 18:00, а выключили сегодня в 12. Так что сегодня, вот на выходных я заметила света больше. Потому что предприятия не работают. Наверное, я не знаю, с чем это связано. В общем, короче говоря, мы сегодня то на прогулке, то в гостях. Так что вот так. Девочки, осталось немножечко яичка с молочком. Сейчас сделаю парочку своих любимых греночек. Многие сначала обжаривают, а потом только в яйцо. А я сразу. У меня лимит времени. Вон стирка стирается. Только смотрела только что в ТикТоке тоже мужчина рассказывает. Говорит, у вас тоже так? Как включается свет, все бегут сразу все заряжать, стирку включать, экофло включать, бойлер, шмолер. Говорит, единственный, кто... Собака под ногами, говорит, путается. Прям дословно. Говорит, единственный, кто никуда не спешит, говорит, так это моя черепаха. Ей пофигу. У меня нет черепахи, но у меня есть рыбки. Им пофигу. Так, не знаю, сколько мы будем сегодня со светом, но вчера вечером выключили, а в 4:20... Так, все, хватит купать, Аня. В 4:20 это вот утра включили, я вам рассказывала, да, уже. И началось тут у меня, вместо того, чтобы спать, начала бегать зарядки тут искать в 4:20 утра. Ну, потом уснула опять. И утром проснулись, я давай бегом завтрак делать. Думаю, чтобы не это вот,
Думаю, хоть яйца в смятку сварить. Потому что, думаю, сейчас вообще опять отключат и не успеем ни кофе попить, ничего. Не, ну мы-то, конечно, попьем, но таганочек. Вот сегодня в гостях были, у них газовый верх, газовый дом, девятиэтажка, и газовая духовка. И хозяйка говорит, как я сопротивлялась, когда меняла печку, газовую плиту меняла на новую. Говорит, с дочкой поругалась, они вместе живут. Дочка хотела низ, ну, плиту электро. Мама настояла, теперь рада. Я говорю, старый воин, мудрый воин. Девочки, высший сорт борошна вот такой вот использую. Богумила. Нравится мне эта мука. Очень. Во всю выпечку. Стараюсь его покупать. Вы каким пользуетесь, напишите. Ну, Жорка пришел. Жорка корм не желает есть. Сейчас я варю гречку на всех. И Жорке немножко дам гречки, там кусочек мяска варится. Вот так, вот так. Завтра буду гримеру звонить, записываться на груминг. Что, моя сладкая? Что, мой хороший, сегодня гулял? Слушайте, я так удивилась. Смотрела женщина, которой мопс, рассказывает, что простыл мопс, и температура, и кашляет от того, что переохладился на улице. А мы сегодня с Жоркой гуляли, он лапы намочил, прям в лужу забежал, весь мокрый был. Я думаю, вдруг тоже, не дай бог, заболеет. Так у мопсов подшерсток, а у этих подшерстка нету. Блин, не знаю. Так, все, девочки, дожариваю. Гречка уже готова. Да, Жорочка, сейчас добавлю сливочного масла. Буду всех звать на ужин. Что ты мне рассказываешь? Что ты мне рассказываешь, Шкирля? Резиночки эти снимает, выбрасывает. Ты мой халюси, потлатый. Ты потлатый. Сегодня тоже, потому что он плохо спал. Сначала не могли из-за обстрела заснуть, было громко. Потом, когда заснули, Жорка проснулся, начал там что-то играться, лазить. Потом я встала вот это в 4:20. Свет пришел. Короче, надеюсь, что сегодня нормально поспим. Да, Жорочка? Сейчас мама даст гречечки чуть-чуть. Ой, девочки, я вчера что-то разозлилась. Забанила вчера 2 комментаторов на своем канале. Не в моих правилах вообще этим заниматься. Ой, пишут какие-то претензии ко мне. Что-то им надо. Что-то выяснять. Я сразу в панику. Тихо, что ты просишь? Я не могу понять, что ты просишь. Да, это у меня упало. Давай. Я это не понимаю, что начинают, когда выяснять, кто начал, кто закончит, кто прав, кто виноват. Капец какой-то. Я говорю, я при чем? Вы пришли ко мне на канал, и что начинаете выяснять? Нет. Нам шкандалисты не нужны, да, Жорка? Шкандалисты нам не нужны. Так что вот так вот. Одна какая-то написала, что вы на неудобные комментарии не отвечаете. Конечно, не отвечаю. Нафиг вообще мне углубляться в ваши неудобные комментарии. Жорочка, сейчас дам тебе гречечку. Сейчас. Не спеши. Девочки, купила себе еще одну пачку лецитина. Лецитин не соевый, а подсолнечник. Эту уже допиваю. Такие вот капсулы. 1200, по-моему, миллиграмм. Ну, не знаю. Очень хорошие отзывы об этой добавке. Сегодня взяла еще одну. Думаю, эту допью. У меня муж пил. Ну, так недолго. Мама пила. Тоже недолго. Все отказались. Я решила продолжить. Почитала много интересных отзывов. Именно о лецитине, именно подсолнечника. И нервную систему, и сердечно-сосудистую систему укрепляет. Ой, печень, на печень очень благотворно влияет. В общем, хорошая штучка. Надо хотя бы 2-3 месяца попить.
Посмотрим. Что такое? Что, тебе тоже? Ты гречку уже поел? Ты спасибо мне говоришь? Или что ты говоришь? Что случилось? Что ты кричишь? Думаешь, что я играю, что это какая-то игра? На. Да, он везде, девочки. Он везде, ему все надо. Все ему надо. Капец. Девочки, вчера зашла в пекарню, купила печеньки. Помните, эти вот гусиные лапки у нас они назывались? Но они сейчас сырные называются, творожные. Я вспомнила, как мы в детстве с мамой очень часто такие печеньки делали. Я прям сидела, мы еще их пальчики называли. Вот здесь вот мы нажимали, складывали, переслаивали сахаром и нажимали здесь еще. И они такие, как лапки получались, интересные. Я своим тоже часто делала, но сейчас как бы можно затеяться, ждать свет, но они быстро начнут течь, если точно не знаешь время, когда дадут свет. Я брала, прям помню, много творога, мяла его. Ой, я уже рецепт забыла. Где-то у меня мамин рецепт записан. Короче говоря, это зашла в пекарню, увидела. Думаю, возьму грамм 300. Прям с удовольствием попили кофеек. Классные такие печенюшки. Мне понравились. Кто любит гусиные лапки, то ставьте лайкосик. Так они, кажется, назывались у нас, гусиные лапки. Девочки, заварила себе ромашку на ночь. Она, конечно, мочегонная, но одновременно успокаивающая. Муж тоже говорит, я тоже буду. Я ему тоже заварила. Короче, сейчас напьемся ромашкового чая. Не знаю, будем всю ночь бегать. Ну, мы еще спать не ложимся, еще только 8 часов вечера. Короче говоря, ромашковый чай. Что-то захотелось, не знаю почему. Он успокаивает, воспаление снимает, желчегонный, мочегонный, тонизирующий. Нет, он не тонизирующий, он же успокаивающий, он не может быть тонизирующий. Но мне кажется, вот эффект от него такой приятный, вечерком особенно. Лікар пропише мені траву, лікар пропише мені траву, я її курити не буду, я її заварю. Ребята, доброе утро. У нас в Одессе солнечно сегодня. -8. Обещают 2 дня. Ночью -8 и с утра. Днем -3. Да, Жорочка, да. Просит творожок. Короче говоря, после вчерашней ромашки спалось отлично. Но утром я пошла посмотреть новости, как мы всегда делаем. И опять расстроена с самого утра. Да, Жур, да, сейчас мама дает тебе. Короче говоря, девочки, налет шахедов был на Приморский район. И попали в жилой комплекс. Сейчас дам ему творожка. То ж не отцепится, пока не угощу. В общем, я надеялась, вот у меня какое-то было ощущение вчера, когда я спать ложилась, что все будет отлично, что ночь будет тихая, спокойная. Какой там? Написали в новостях БПЛА в виде шахедов. По типу, не в виде, по типу шахед. И есть жертвы, ребят. И, конечно, пострадавшие и смертельные случаи. Вы знаете, вот тяжело возвращаться после ночи в эту реальность. Окунаешься опять в это все. Новостей очень мало про это происшествие сегодняшнее. Есть пару видео с утра сейчас в социальных сетях. Приморский район, чудо-город. Хотелось, чтобы это было неправда, чтобы не страдал никто. Но, увы и ах. Пока со светом. Обещают сегодня, что будут графики действовать.
Ну, мы не знаем свой график, мы даже не знаем, к какой группе мы относимся. Были 3.1, а сейчас Бог его знает. Там переключают, включают, непонятно что. Короче говоря, я немножко оделась потеплее, мне показалось, что как-то в квартире прохладно с утра. Хотя батареи топятся, но я думаю, что это я, девочки, оставила окна на проветривание на ночь. Хотелось притока свежего воздуха. В общем, вот так вот. Что день грядущий нам готовит. Надеюсь, что у вас все в порядке, все живы, здоровы, благополучие и мир царит в ваших сердцах. Ну, а мы будем смотреть. Иду сейчас позавтракаю, пока есть свет, включу кофеек, девочки. Сделаю кофе. Тоже поем творога с утра вместе с Жориком. Сделаю себе бутер. И у меня сегодня в понедельник урок английского языка. Вчера весь вечер, девочки, я делала домашнее задание. Такая тема непростая, но я старалась. Надеюсь, я сегодня не опростоволосюсь в глазах преподавателя. Пожелайте мне успеха. Пью кофе. Короче говоря, в новостях уже сказали. Выпуск новостей, который был в 8 утра, уже сказали, что был налет шахедов на Одессу. 21 квартира пострадала в этом ЖК. 40 и даже больше окон вылетело. Ну, это ерунда по сравнению с тем, что человек погиб и двое раненых. Среди них девушка 19 лет, молоденькая. Но вы знаете, я почитала комментарии под видео, которые в социальных сетях. Это жесть. Люди настолько... Я надеюсь, это не одесситы. Ну, такую ерунду пишут, что ЖК, это там живут особые люди. Так и что? Типа дорогое жилье. И какая разница? Дорогое это жилье или это хрущевка, пятиэтажка. Нет разницы. Пострадали люди. Короче, бред. Слава богу, таким комментариям есть как бы замечания делают и не так просто оставляют, именно ставят на место. Я вообще удивляюсь. Такая жестокость. Но надеюсь, что это не одесситы. Очень надеюсь. Так что вот так, друзья мои. Мороз и солнце. День не чудесный. Каждый день какие-то новости. Надеюсь, тревог сегодня не будет в течение дня. Всех с понедельником. Сегодня, кстати, день пиццы. На минуточку. Все, кто любит пиццу, сегодня можно отпраздновать. Поддержать малый бизнес. Купить пиццу и с удовольствием ее съесть. Все. Идем в новый день с новыми надеждами на лучшее. Всех обнимаю. Всем всего самого-самого от души прекрасного. И мирного неба над головой, и крепкого здоровья.